Всем доброго времени суток, в этом видео мы будем распаковывать точилку для ножей Ruixin Pro 2. И сразу бы хотелось сказать, первое, я никогда не занимался заточкой ножей, второе, в этом видео мы рассматриваем в первую очередь точилку, а не мое умение заточки ножей. Приходит точилка в достаточно большой упаковке 45 на 14 на 9 см. Судя по состоянию упаковки, до меня свою распаковку уже произвела таможня Молдова. Внутри находится инструкция на английском языке. Что интересно, на обложке фото нашей точилки, внутри схема другой. Есть подозрение, что инструкция изначально предназначалась для другой точилки, но потом китайцы подумали, но это же тоже точилка, а точнее... 这也是磨刀器。 По факту информации, связанной с точилкой, в инструкции почти нет, и вся она или очень обобщена, или не актуальна. Большая часть инструкции – это информация о том, как точить ножи. Лично мое мнение, инструкция в первую очередь должна иметь актуальную и полезную информацию про купленное устройство, остальное – приятный бонус, но этого тут нет. Также в коробке сама точилка, состоящая из нескольких частей, синяя тряпочка, мешочек с камнями, маркером и еще частью деталей от точилки. Камни имеют зернистость 1500, 600, 320 и 120. Повторюсь, я не профессионал в точении, но между 600 и 1500 уж очень большая разница, хотелось бы что-то между ними. Сборка устройства достаточно простая. А теперь по различным частям конструкции. На основе снизу присоска. Будет ли устройство кататься по поверхности, зависит от самой поверхности. Что-то гладкое, к примеру стекло, не будет. Что-то неровное или шершавое будет. Сверху на основании устанавливается рабочая поверхность. К способу установки у меня всего одна претензия. Как бы сильно я не затягивал болт, при нажатии на переднюю часть она наклоняется. Тут те, кто увлекаются заточкой ножей, скажут, при заточке давить на нож камнем нельзя. Но давил я не камнем на нож, а ножом на поверхность. Зачем давить ножом на поверхность? Потому что держателя для ножа в точилке нет, есть только упор. Я пытался зажать нож конструкции для упора, но он в ней шевелится. Также есть проблема с совсем маленькими ножами. Мешает белый кусок пластика, который служит упором. Если его снять, то у меня в руках нож иногда улетал. Синяя лента под ножом необходима для того, чтобы понять, когда вы перестали точить нож и начали затачивать саму точилку. Вообще в конструкции есть прямо-таки явное место для магнита, но самого магнита почему-то нет. И этот магнит решил бы сразу все вышеобозначенные проблемы, связанные с удержанием ножа. Предполагаю, что на магните сэкономили. В будущем я приклею туда магнит, а пока держу руками. Ножка. К ножке претензий нет, у нее даже резиновый набалдашник, чтобы не царапать стол. Вертикальная штанга. Нигде не описано ее правильное положение, а точнее правильное положение пластиковой части. А этих положений у нее несколько, и в зависимости от положения будет меняться угол, даже на рекламных фото положение отличается. В инструкции есть информация про то, что разметку необходимо выставлять так, чтобы углубление было примерно на уровне пластика, а также обозначение цветов. Я взял угломер, в качестве нуля выставил поверхность ножа и измерял угол камня относительно поверхности ножа. На зеленой отметке в одном из положений данные совпали, но вот остальные не совпадали никак. Можно подумать, что пластиковые элементы не с той стороны прикрутили, но проверить я это не могу, так как он не снимается. Похоже, что он на защелках, ломать которые не хочется. Малую часть из моих попыток понять, что не так с цветовой разметкой, вы видите сейчас на экране. Если у кого-то чуть-чуть больше информации по этому вопросу, просьба написать в комментариях. Штанга, держащая камни.
Слева цепляется небольшой набалдашник, предполагаю, это для того, чтобы вся штанга не вылетела со своего места без каких-либо усилий. Полезная опция, особенно для новичка с еще не отработанными движениями. Ближе к центру одна из точек крепления камня. Как оно устроено изнутри, сказать не могу, но держится прочно. Правее второе крепление камня, оно заметно больше. Почему оно больше, я понял уже во время заточки. Если вы по неосторожности во время заточки сильно дернете рукой от себя, в этот пластик упрется лезвие ножа и не позволит повредить вам пальцы. Мелочь, а очень и очень полезная. Пружина достаточно тугая, камень сам не выпадает. И последняя на этой штанге ручка. Ручка откручивается, внутри металлическая резьба. Предполагаю, что ее вплавили в пластик или пластик наплавили на нее. Держится надежно. Каких-либо сильно положительных или отрицательных впечатлений в плане осязания я не почувствовал. Камни. Во-первых, после нескольких использований начала стираться маркировка, поэтому советую подписывать их с обратной стороны. Во-вторых, насколько я понял, подобные камни перед использованием необходимо на пару минут замочить в простой воде или в воде с жидким мылом и часто смачивать водой, чтобы уменьшить трение. Я использовал воду с жидким мылом. В-третьих, керамические ножи можно натачивать только алмазными камнями, те, что идут в комплекте, не такие. То есть, если у вас керамические ножи, сразу покупаем дополнительные камни. Ну и немного практики. Затачивал я нож для кухни, угол 15 градусов, выставлял угломером. В момент заточки задача была не заточить нож до идеального состояния, а во-первых, проверить удобство работы и скрытые дефекты для обзора, и во-вторых, заточить нож до состояния, когда можно порезать мясо, а не пропилить тупым ножом. Посмотрим через микроскоп, который мы распаковывали раньше, что сейчас с лезвием. Изображение слегка дерганное, но общий смысл понятен. Ни о каком разрезании бумаги и речи не идет. Судя по маркеру, с этой стороны я попал в старую заточку. С другой стороны угол отличается. После окончания весь стол грязный, и это неизбежно. Готовьтесь к этому заранее. После окончания посмотрим на нож под микроскопом. Далеко не идеально, но повторюсь, задача получить идеальную заточку ножа не стояла. И да, нож начал резать бумагу. Подводя итоги. Понравилось ли мне данное устройство? Да, понравилось. Его необходимо слегка доработать, установив магнит и исправив разметку. Но я не думаю, что это сильно большая проблема. Магнит можно взять из старого жесткого диска. Для разметки понадобится транспортир, ножовка и разноцветный лак для ногтей. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВК. Спасибо за просмотр и удачных вам покупок!